Привет, с вами Руслан Самсонкин. Сегодня я расскажу про сервис Zoom, который позволяет проводить видеоконференции. Тет-а-тет можно создавать конференции групповые. В бесплатной версии, как вы видите, вот я открыл прайс-лист, то есть тарифные планы этого сервиса. И вот есть тарифный план бесплатный. В нем есть ограничение до 100 участников, ограничение 40 минут для групповых конференций. Создавать можно неограниченное количество таких конференций и поддержка через интернет. Есть еще ряд функций, достаточно удобных, которыми можно тоже пользоваться бесплатно. Сразу могу сказать о том, что в начале использования будут вам дариться, скажем так, дополнительные минуты за созвоны ваши. Если же вы хотите, чтобы ваши конференции, видео-встречи были дольше 40 минут, то уже надо переключаться на тариф, на платный тариф, который стоит вот 14,99 в месяц. Тогда уже у вас есть длительность конференции до 24 часов. Но будем сейчас работать именно с бесплатным тарифом. Ну, во-первых, необходимо будет зарегистрироваться. Нажимаю кнопку «Зарегистрировать бесплатно». Здесь вы можете зарегистрироваться с помощью электронной почты, либо можете зайти сюда через Google, либо Facebook. Вводите здесь электронный ящик. И на вашу электронную почту будет отправлено сообщение. Сообщение пришло, вот активируйте свою учетную запись Zoom. И здесь вы нажимаете вот на такую большую кнопку. Если кнопка не отображается, не работает, вот нажимаете на ссылку. Вот я нажимаю «Активируйте вашу учетную запись». Здесь вы вводите ваше имя, фамилию, пароль и еще раз повторяете пароль. Также вы можете пригласить своих друзей сюда, но я нажимаю «Пропустить этот шаг». Вы можете сразу же начать вашу тестовую конференцию. Вот у вас уже будет специальная ссылка. Можно нажать «Начать конференцию сейчас» или перейти к моей учетной записи. Я перейду к учетной записи. Здесь вы можете добавить свою аватарку, чтобы сразу люди понимали. Если вы зарегистрировались просто через почту, то у вас не будет пока аватарки. То есть сюда желательно вам загрузить свою аватарку, то есть нажимаете «Изменить» и прикрепляете свою аватарку. Также вы можете изменить свое имя и другие данные тоже можете посмотреть и отредактировать. Вот здесь, в принципе, ничего сложного в этих настройках нету. Сейчас я перейду в свою учетную запись, которую я привязал через Google. Итак, я зашел на сайт Zoom и здесь нажимаю «Войти в систему». И здесь нажимаю «Войти в систему через Google». Поскольку я уже зарегистрировался через Google, то мне автоматом сразу же перекидывает в мой кабинет, в личный кабинет. Здесь уже автоматически подгружается ваша аватарка, которая привязана к вашему Google аккаунту. То есть ее не надо вам подгружать дополнительно. И здесь необходимо будет сделать некоторые настройки перед тем, как начать вашу конференцию. Вы, конечно, можете настроить их под себя, но я просто покажу, какие я делаю основные настройки перед моими созвонами, перед проведением таких видеовстреч. Перехожу в раздел «Личные» и здесь «Настройки». И дальше давайте пробежимся по основным моментам. Можно запускать конференцию со включенным видео организатора. Я это не делаю, просто потом включаю, когда уже все подключено. Тогда уже сам вручную включаю себе видеокамеру. Запускать конференцию с включенным видео участников тоже не ставлю галочку. Здесь звук телефона и компьютера. Я ставлю звук компьютера. Нажимаю «Сохранить». Изменения внесены. Если я захочу что-то изменить, я просто меняю и все. Либо здесь можно нажать кнопочку «Сбросить». Следующий вход раньше организатора. То есть вы можете, в принципе, поставить разрешение на то, чтобы люди, когда вы сбрасываете им ссылку на вашу конференцию, на вашу видеовстречу, они могут зайти раньше, чем вы, например. И вы
чуть позже можете присоединиться. В принципе, достаточно удобно, если вдруг вы там по какой-то причине запаздываете. Вот. Это я пропускаю. Здесь вот, например, требуется пароль, то есть вы можете запросить пароль для того, чтобы какие-то посторонние люди, посторонние пользователи не смогли попасть на вашу конференцию. Вот важный пункт: отключить звук участников после входа. Очень часто такое бывает, когда человек входит в конференцию, и он не понимает о том, что его уже люди другие слышат, вот, и это отвлекает от работы, то есть сразу переключается на него внимание, поэтому я рекомендую поставить здесь пункт «Отключать звук участников», то есть только тогда, когда необходимо будет участнику высказаться, тогда ему можно, либо вы можете ему включить звук, либо он самостоятельно это может сделать. Вот, напоминание о предстоящих конференциях не ставлю, сквозное шифрование не ставлю, чат я включаю, приватный чат, то есть люди между собой могут обмениваться файлами вне чата, то есть эти сообщения будут видеть только два человека, тет-а-тет. Автосохранение чатов я ставлю. Можно также поставить звук при входе или выходе участников, чтобы вы знали, что кто-то еще к вам постучался, добавился. Вот. Но я лично не ставлю это. Передача файлов также я ставлю, что разрешена. То есть можно прямо в чате передавать различные файлы. Обратную связь, это все я отключаю. Дальше комментарии, это по желанию вы можете ставить. Доска сообщений, можно также совместно использовать специальную доску, чуть позже покажу вам, что это и как это работает. Дистанционное управление тоже можно поставить, можно убрать эту галочку, это в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы другие участники смогли управлять содержимым, ну, совместно управлять вашим экраном. Невербальная обратная связь у меня стоит, можете убрать, это в принципе большого значения не имеет. Разрешить удаленное подключение повторно участникам я не ставлю, можете также сделать это. Можно, если у вас достаточно много участников, можно их разбивать на различные залы. Удаленная поддержка, это я пропускаю, субтитры пропускаю. Можете, ну, более детально прочитать, может быть, вам это реально будет необходимо, какие-то пункты. Вот. Виртуальный фон можно менять. Дальше, в принципе, можете почитать, это я все пропускаю. Вот, демонстрацию экрана я включаю. Также вот тоже очень важный момент, это добавить ссылку войти из браузера. Это необходимо для того, чтобы участники, у которых нет возможности установить, например, себе приложение на компьютер, они могут входить в конференцию и общаться с людьми через браузер. Тоже достаточно удобный инструмент. Уведомления по электронной почте, ну, можно отключить. Уведомления при отмене конференции. Так, ну, в принципе, тут и все. Вот, то есть вот основные настройки, которые я, в принципе, делаю перед началом трансляции. Еще один момент, это запись. Ставлю галочку «Локальная запись всех конференций, созвонов». Можно здесь поставить автоматическую запись, если вы хотите. Можно поставить там согласие участников на запись. Дальше телефон. Здесь я все эти галочки убираю, потому что мне телефон не нужен. Ну что ж, основные настройки сделаны. Теперь давайте перейдем к созданию конференции. Я перехожу в раздел «Организовать конференцию» и здесь выбираю «Конференция с видео». Первый раз, когда вы запланируете конференцию, вам предложат установить специальное приложение на ваш компьютер, ноутбук. Вот, я нажимаю «Сохранить», нажимаю «Запустить». Программа устанавливается. Здесь появится вот такое вот окно, где будет написан телефонный вызов, звук компьютера.
Вот, и я нажимаю «Войти с использованием звука компьютера». Вот появляется такое окно «Привет, привет». Внизу есть настройки микрофона. Вот здесь вы можете нажать на стрелочку для того, чтобы выбрать тот микрофон, который вы хотите использовать для конференции. Дальше вот видео, то есть вы можете переключиться между камерами, которые вы хотите использовать. Вот у меня она выбрана. Вот дальше пригласить. Вот здесь вы можете нажать вот на этот пункт, и для того, чтобы пригласить участника на эту конференцию, вы можете вот отправить по электронной почте ему приглашение, либо можете копировать URL, вот нажать копировать URL. Все, приглашение скопировано в буфер обмена, и вы заходите в любой мессенджер, в любое сообщение и отправляете человеку ссылку на эту конференцию. Сейчас я отправлю эту ссылку и дальше буду показывать, как работать с этим сервисом. Вот представим, что я отправил человеку ссылку, вот человек с другого браузера заходит, вот здесь ему предлагается открыть приложение. Если у него установлено приложение Zoom, то можно нажать здесь на кнопку «Открыть приложение Zoom». Вот, если вы отправляете и человек открывает с мобильного телефона, то ему предлагается установить приложение, скачать и установить себе приложение именно для смартфонов. Я здесь покажу вам вариант, как работать через браузер. То есть вот здесь я нажимаю «Отмена», и здесь вот внизу пользователь может нажать вот на ссылочку такую «Подключитесь из браузера». Нажимаю. И человеку не обязательно даже регистрироваться в этом сервисе, ему достаточно просто ввести сюда свое имя, Антон. Нажимаю «Войти». Здесь предлагается вот ему телефонный вызов, либо звук компьютера. Человек выбирает звук компьютера и нажимаем «Войти с компьютера». Отключу звук. Таким образом отображается, давайте я видео тоже пока отключу. Вот, я отключил видео пока, потому что оно идет здесь с небольшой задержкой. Значит, вот так будет выглядеть интерфейс у человека, если он заходит с браузера, ну, через браузер. Вот, то есть он видит тоже вот с левой стороны внизу, может выключить себе микрофон, выключить себе камеру, либо включить. Вот, также вот здесь вот есть кнопка «Пригласить другого участника». Когда я нажимаю на эту кнопку, можно вот нажать, например, «Копировать URL», вот, либо «Копировать приглашение», вот, и отправить человеку. Здесь я вижу... Нажимаю, когда на участников, я вижу участников. То есть здесь показывается, что вот Антон, это как бы я. Вот здесь можно вот включить себе звук, включить себе камеру. И видно вот, кто еще есть среди участников. Внизу тут появляются такие вот быстрые вспомогательные как бы смайлики, которые можно отправлять. То есть это, скажем так, такая реакция именно участников. Вот, то есть, например, участник может поднять руку, чтобы высказаться во время конференции. Вот, дальше, что здесь есть? Это можно включить демонстрацию экрана. Вот я нажимаю демонстрацию экрана. Здесь я могу выбрать, например, это я пока показываю вариант работы через браузер. То есть здесь можно выбрать, какой экран показывать. Дело в том, что у меня два монитора, поэтому здесь как раз-таки и предлагается выбор. Также можно предложить вот выбрать окно какое-нибудь, вот, либо вкладки в Google Chrome. Вот, то есть можно демонстрировать экран человеку. Также здесь есть чат. Вот когда я нажимаю, чат появляется. Если у меня, например, список участников включен, то вверху список участников, внизу сам чат. Я могу отключить список участников, и у меня
меня будет полностью виден весь чат. То есть можно здесь отправить сообщение конкретно всем пользователям. Если я нажимаю на кнопочку «Все», то здесь появляется список тех участников, кому конкретно я могу отправить сообщение. То есть я могу отправить вот частное сообщение конкретному пользователю, либо сразу всем участникам. Вот, это что касается того, как это выглядит у человека, если он подключается через браузер. Давайте я сейчас вернусь в мою панель, где я вот от создателя конференции через приложение Zoom работаю. Вот здесь, в принципе, практически все то же самое. То есть вот сейчас на весь экран надпись «Антон», то есть это идет такой вот созвон между нами, получается, да. Если я вот сейчас включу у себя видеокамеру, вот, то вверху, получается, я уже, ну, буду видеть себя, а здесь я буду видеть собеседника. Вот, можно с правой стороны вверху нажать «Вид галереи», и можно сделать вот такой вот созвон, то есть сразу будет видно несколько участников. То есть если подключится еще какой-то третий участник, либо там четвертый и так далее, вот, то вы будете видеть все вот эти окошки всех участников. Вот, тоже достаточно удобная штуковина. Здесь внизу практически все то же самое, то есть вы можете нажать «Пригласить», это я вам уже показывал. Вот, можно нажать «Участники» и увидеть список участников. И здесь вот важный момент. Если вы являетесь создателем конференции, организатором конференции, то вы можете у тех, кто являются участниками этой конференции, вы можете у них включать и выключать звук. Вот я навожу мышкой, и здесь вот я могу человеку включить или выключить звук. Также я могу у него включить или выключить камеру. Вот. Ну, дело в том, что у меня сейчас подключена одна камера, поэтому, ну, у пользователя я не могу ее включить. Если я навожу мышкой вот именно на собеседника, то здесь тоже появляются такие надписи. Вот тоже «Включить звук». Вот могу нажать на 3 точки. И здесь появляется дополнительное меню. То есть, что здесь можно? Включить звук, попросить включить видео участнику, написать конкретно этому человеку в чате, переименовать можно, можно его сделать организатором, соорганизатором, удалить его можно и скрыть участников без видео. То есть можно, ну, чтобы они вот здесь вот, если у человека нету видео, то он не будет вот здесь отображаться. И что еще здесь есть? Вот если я нажимаю демонстрацию экрана, то же самое, то есть мне тоже предлагается, можно включить демонстрацию различных своих экранов, которые у меня подключены. Вот, и здесь есть такой инструмент, как доска сообщений. То есть вы можете нажать на такую доску сообщений, нажать демонстрация, и вот появляется такая доска, где вы можете рисовать. Вот, можно выбирать здесь и текст писать, вот текст писать. Также вы можете ставить специальные маркеры. Вот. Также можете, здесь вот есть ластик, то есть убирать, удалять какие-то вещи. Вот, то есть, ну, достаточно удобно. То есть, вот, допустим, какие-то буллеты, то есть галочки ставить. Также можно вот включить такой эффект лазерной указки, вот, чтобы что-то демонстрировать. Вот, либо стрелочкой. Вот, ну, тут, когда нажимается эта стрелочка, то показано, кто вот сейчас демонстрирует. То есть, вот подписано Руслан Самсонкин. Можно выбрать, здесь менять цвета, вот, пожалуйста. Вот, если я, например, выбираю там какой-то ластик, да, то могу вот здесь вот выбрать цвет, которым я хочу подчеркивать. Здесь также можно толщину выбрать, чуть меньше, ну и так далее. То есть можно вот выбрать вот такую штуку. Вот, можно здесь отменять, либо полностью очистить все рисунки. Здесь, кстати, можно создавать несколько рисунков. То есть если вот у вас один экран есть, я нажимаю здесь на плюсик, то вот появляется еще один экран. Я могу вот листать между этими экранами. Вот внизу есть стрелочки. И можно в конце сохранить вот эту доску. И закрыть ее, естественно. Я нажимаю вот здесь на крестик. И здесь нажимаю на крестик.
Вот, еще один момент. Когда я нажимаю здесь вот на стрелочку, то демонстрацию экрана может осуществлять только один участник. Если вы хотите, чтобы сразу несколько человек демонстрировали экран, вот переключайтесь на вот этот вариант. Вот, также здесь есть еще расширенные параметры совместного использования. Вот можете их посмотреть, ничего тут такого сложного нету. Вот, чат я уже вам показал, то есть можно вот с правой стороны чат, можете конкретно кому-то писать. И так как я установил галочку о том, чтобы можно было отправлять людям файлы, вот, то я могу здесь нажать файл и здесь выбрать ваш компьютер, вот, и отправить какой-то файл. Также здесь есть 3 точки, я нажимаю подробнее. И здесь общаться в чате, кто может, все, только организатор, либо никто. Также здесь вот есть, я могу левой кнопкой мыши вот расширить, чтобы показать вам более детально. Вот здесь есть вариант выключить звук для всех, включить звук для всех. И подробнее, вот здесь можно еще выключить звук участников при входе, воспроизводить звук сигнала при входе-выходе, заблокировать конференцию. То есть, ну, похожие настройки, которые были у нас, когда настраивали мы в самом начале нашу конференцию. Вот, также я здесь вот могу ставить такие вот значки у себя, вот в профиле участников. И еще одна настройка – это запись конференции, запись вашей видеовстречи. Нажимаете на кнопку «Запись», и в левом верхнем углу появляется такой значок, как «Запись». Также она отображается вот здесь вот. И вы в любой момент можете нажать на паузу, чтобы поставить на паузу вашу запись, нажать дальше «Продолжить запись». Вот, и она будет продолжаться. По поводу того, как общаться на этой конференции во время чата. Если вы используете микрофон, то тот человек, который сейчас говорит, автоматически включается как раз-таки, ну, его речь, и он становится, скажем так, основным спикером вот, в вашей конференции. Вот, ну, учтите этот момент. Вот. После того, как вы завершили вашу конференцию, ваш созвон, вы нажимаете, например, «Завершить», «Остановить запись». Запись останавливается. И для того, чтобы завершить конференцию, вы нажимаете вот здесь на кнопку «Завершить конференцию». Еще один момент, если вы наводите мышку на свое видео, то здесь тоже есть кнопка «Включить звук». Здесь нажимаете 3 точки, можно включить мой звук, остановить видео, переименовать себя, либо вот закрепить свое видео. То есть, если даже, вот я нажал «Закрепить», вот вверху с левой стороны появился такая закреп, вот, закрепленный. И если я вот перейду к спикеру, ну, к участнику другому, вот к Антону, вот, то он видит мое видео, даже если звук у него будет включен и он будет говорить, то все равно, ну, основной спикер буду именно я. Вот, он будет видеть именно меня. Вот, ну и остальные участники, соответственно, тоже, если их много. Вот, еще один момент. Если, например, мы находимся вот в полноэкранном режиме, вот здесь вот с правой стороны появляется такое вот видео второго вашего собеседника, участника. Вот давайте я покажу, как это видно. Для того, чтобы выйти обратно из полноэкранного режима, можно вверху нажать вот мышкой таким образом, либо Escape просто. Вот смотрите, сейчас я зашел к Антону, вот он видит меня во время созвона. Вот здесь представим, что его камера включена. Вот, и вот это окошко, оно может двигаться. То есть человек может свое видео со своим изображением может двигать по экрану и может сделать его там больше, меньше, либо вообще свернуть, чтобы оно не мешало. Вот, то есть оно передвигается по экрану. Я могу также сделать на весь экран, могу обратно вот свернуть это дело. Теперь нажимаю я «Завершить конференцию». Вот нажимаю в уголке, вот, и нажимаю «Завершить конференцию для всех». И если я заходил именно с приложения
у себя на компьютере, то предлагается мне указать место, куда мне сохранить видео. Вот, я, например, там выбираю какую-то папку, нажимаю там, допустим, вот 3 единицы, нажимаю ОК. Вот, и видеозапись, которую мы делали во время конференции, вот она сохраняется здесь, в эту папку. Вот, то есть можно спокойно потом нажать и ее посмотреть, либо кому-либо отправить ее. Вот, здесь вы можете просто выйти из конференции и все. Также вы можете запланировать конференцию. Вот нажимаем на кнопку «Запланировать конференцию». Здесь вы пишете тему конференции, моя тема. Пишите когда, продолжительность конференции. Понятное дело, что вы можете ее там поставить, допустим, 30 минут. Вот, часовой пояс, будет ли включено видео или нет, звук там с компьютера. Требуется пароль конференции. Вот здесь вы задаете пароль для вашей конференции 4.5 и нажимаете «Сохранить». Конференция вот в разделе «Личная конференция», вот она сохранена. Вот, вы можете вот отправить вот этот вот URL для входа, вот копировать приглашение. Можете отправить его полностью, вот конференция, вот здесь будет написан пароль для вашей конференции и отправить ее. Либо вы можете просто взять ссылку, ее скопировать, отправить человеку и написать, что пароль такой-то. Вот. Я, например, нажимаю здесь подключиться из браузера. Вот здесь просит меня ввести пароль конференции. Вот. И вписать свое имя. И нажимаю «Войти в конференцию». Спрашивает опять звук компьютера. Вы нажимаете «Войти в аудиоконференцию с компьютера». Все. И вы уже в данной конференции и ждете участников. Также вы можете самостоятельно нажать вот на кнопку «Начать эту конференцию». Вас перебрасывает, вы нажимаете «Открыть приложение Zoom». Приложение открывается. Нажимаю «Войти с использованием звука компьютера». Вот я вижу, что уже присоединился один участник. И когда вы нажимаете там «Включить звук конференции», либо «Включить звук и видео», то конференция, соответственно, начинается. Вот я могу здесь нажать «Закрепить видео», и теперь могу что-либо рассказывать участникам нашей конференции. Ну, на этом, в принципе, все. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, там будет выходить еще много полезных инструкций, советов, рекомендаций по работе в интернете. Также вступайте в мою группу ВКонтакте. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, смело пишите их в комментариях под этим видео, либо мне в личные сообщения. С радостью на них отвечу. С вами был Руслан Самсонкин. Пока-пока.